Привет! Решила поговорить на такую тему, как эра доброго согласия. The Era of Good Feelings. Эра доброго согласия – период в политической истории Соединенных Штатов Америки, который отразил чувство национальной цели и стремление к единству среди американцев после англо-американской войны 1812 года. Англо-американская война – вооруженный конфликт между США и Великобританией в период наполеоновских войн. В эру доброго согласия произошел крах партии федералистов и, соответственно, наступил конец ожесточенным партийным спорам между федералистами и доминирующей демократической республиканской партией во время первой партийной системы. Президент Джеймс Монро стремился преуменьшить партийную принадлежность с конечной целью национального единства и полного исключения политических партий из национальной политики. Этот период настолько тесно связан с президентством Монро и его административными целями, что его имя и эра чуть ли не синонимичны. Во время и после президентских выборов 1824 года Демократическая республиканская партия раскололась между сторонниками и противниками джексоновской или джексонианской демократии, что привело ко второй партийной системе. Определение историками этого периода как период доброго согласия часто передается с иронией или скептицизмом, поскольку история данной эры была такой, в которой политическая атмосфера была напряженной и вызывающей разногласия, особенно между фракциями в администрации Монро и Демократической республиканской партии. Фраза «эра доброго согласия» была придумана Бенджамином Расселом в Бостонской федералистской газете 12 июля 1817 года после визита Монро в Бостон, штат Массачусетс, в рамках его поездки по Соединенным Штатам. Эра доброго согласия началась в 1815 году в настроении победы, охватившем страну в конце войны 1812 года. Ликование сменило ожесточенные политические разногласия между федералистами и республиканцами севером и югом, а также городами и поселенцами восточного побережья на Диком Западе. Политическая враждебность снизилась, поскольку партия федералистов в значительной степени распалась после фиаско Хартфордской конвенции в 1814-15 годах. Фактически, федералисты, как партия в целом, рухнули как национальная политическая сила. Демократическая республиканская партия номинально доминировала, но на практике она бездействовала на национальном уровне и в большинстве штатов. Наметилась тенденция к созданию национальных институтов, которые предусматривали постоянную роль на решающей арене национального развития и процветания. Предшественник Монро, президент Джеймс Мэдисон и республиканская партия осознали через горнило войны целесообразность федералистских институтов и проектов и подготовились законодательно закрепить их американской системой. Американская система была экономическим планом, который играл важную роль в американской политике. Под эгидой Джона Калдвелла Келхуна и Генри Клея. Генри Клей был главным сторонником плана. Мэдисон объявил об изменении своей политики в своем 7-м ежегодном послании Конгрессу в декабре 1815 года. Впоследствии санкционировал меры для Национального банка и установил защитный тариф на промышленные товары. Наложил вето на законопроект о бонусах, бонусный счет, на строгих конструкционистских мотивах. Мэдисон, тем не менее, был полон решимости, как и его предшественник Томас Джефферсон, увидеть внутренние улучшения, внесенные с поправкой Конституции США. В письме Монро в 1817 году Мэдисон заявил, что никогда не было такого момента, когда подобное предложение штатам было бы одобрено с такой вероятностью. Появление новых республиканцев, которых не смутила мягкая национальная политика, предвосхитило эру доброго согласия Монро, и возникло общее настроение оптимизма с надеждами на политическое примирение. Убедительная победа Монро над федералистом Руфусом Кингом на президентских выборах 1816 года была настолько предсказуема, что явка избирателей была низкой. Дух примирения между республиканцами и федералистами шел полным ходом, когда Монро вступил в должность в марте 1817 года. Многие ожидали, что на посту президента Джеймс Монро будет способствовать
сближению политических партий, чтобы привести страну в соответствие с общенациональным мировоззрением. Обе партии призывали его включить федералистов в свой кабинет, чтобы символизировать новую эру единства. Монро подтвердил свою убежденность в том, что партия федералистов привержена установлению монарха и свержению республиканских форм правления. Монро заявил, что его стремление устранить федералистов было частью его кампании по устранению партийных ассоциаций в целом из национальной политики, включая его собственную республиканскую партию. Все политические партии, писал Монро, по самой своей природе несовместимы со свободным правительством. Монро работал над тем, чтобы ослабить партию федералистов своим пренебрежением. Федералистам было отказано в политическом покровительстве, административных назначениях и федеральной поддержке. Монро указал, что он желает искоренить федералистов с позиции политической власти как на федеральном уровне, так и на других уровнях. Но Монро также считал, что любое выражение официального одобрения только воодушевит надежду на возрождение федералистов, и этого он не мог вынести. Некоторые историки считают, что Монро снизил партийную политику, о чем свидетельствует его беспрепятственная победа на президентских выборах 1820 года. Это будут последние президентские выборы, на которых кандидат будет баллотироваться практически без сопротивления. Самым совершенным выражением эры доброго согласия было турне доброй воли Монро по всей стране в 1817-19 годах. Его визиты в Новую Англию и, в частности, в опорный пункт федералистов в Бостоне, штат Массачусетс, были самыми значительными. Визит Монро в Бостон вызвал огромный всплеск национальной гордости. Федералисты Новой Англии особенно стремились продемонстрировать свою лояльность после разгрома Хартфордской конвенции. Среди торжеств, банкетов, парадов, приемов многие воспользовались возможностью, чтобы сделать самые явные и торжественные заявления, чтобы удалить, как впоследствии писал Монро, впечатления такого рода, о существовании которых они знали, и вернуться в настоящую жизнь. Здесь, в самом сердце федералистской территории, Монро достиг главной цели своего турне, по сути, позволяя федералистам посредством торжественных публичных демонстраций подтвердить свою лояльность правительству и принятие республиканского контроля. В последующие годы штаты Новой Англии капитулировали, все кроме Массачусетса, оказались в руках республиканской партии. Дефедерализация была практически завершена к 1820 году, и назначение бывших членов партии федералистов казалось правильным. Однако Монро опасался негативной реакции даже на этой продвинутой стадии процесса слияния. Большинство антифедералистских настроений было политическим позорством, но Монро не был так уверен в поддержке своих внутренних и внешних программ и был обеспокоен из-за предстоящего президентского состязания в 1824 году, чисто внутрипартийного. Окончательное примирение Монро с федералистами так и не было завершено. Успех Монро в смягчении партийной неприязни создал видимость политического единства, когда почти все американцы идентифицировали себя как республиканцы. Его почти единодушная победа на выборах на переизбрании в 1820 году, казалось, подтвердила это. Признавая опасность внутрипартийного соперничества, Монро попытался включить в свою администрацию потенциальных кандидатов в президенты и выше политических лидеров. В его кабинет входили трое политических соперников, которые боролись за президентский пост в 1824 году: Джон Квинси Адамс, Джон Калдуэлл Калхун и Уильям Харрис Кроуфорд. Четвертый, Эндрю Джексон, занимал высокие военные должности. Здесь Монро чувствовал, что может уладить фракционные споры и прийти к компромиссу по национальной политике в рамках руководящих принципов администрации. Его большим недостатком было то, что объединение лишило его возможности обратиться к республиканской солидарности, которая расчистила бы путь для прохождения его программ в Конгрессе. С того момента, как Монро принял в качестве своего руководящего принципа максимум о том, что он является главой нации, а не лидером партии, он отверг практически во всех практических целях единство партии, которое послужило бы для установления его политики.
Результатом стала потеря партийной дисциплины, отсутствовала всеобщая приверженность принципам джефферсонской демократии, государственный суверенитет, строгое построение и стабильность южных институтов. Критики Джон Рэндольф, штат Вирджиния, предупредили, что отказ от схемы Джефферсона на юге спровоцирует межэтнический конфликт северный и южный, что поставит под угрозу союз. Бывший президент Джеймс Мэдисон предупредил Монро, что в любом свободном правительстве вполне естественно, что партийная идентичность обретет форму. Катастрофическая паника 1819 года и решение Верховного суда Маккаллах против Мэриленда возродили споры по поводу верховенства суверенитета штата и федеральной власти между строгим построением Конституции США и ее толкованием. Миссурийский компромисс в 1820 году сделал политический конфликт между рабами и свободной землей открытым и явным. Только благодаря искусному обращению с законодательством спикером палаты Генри Клеем было достигнуто соглашение и удалось избежать дальнейших разногласий. С падением политического консенсуса стало необходимо возродить принципы Джефферсона на основе южной исключительности. Аграрный альянс севера и юга будет возрожден, чтобы сформировать джексоновскую демократию и поднять современную демократическую партию. Времена эры доброго согласия подошли к концу.